Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии Multi-Surface Draft. Часть 1. Команда Multi-Surface Draft находится на функциональной панели Palette во вкладке Surface и имеет мнемоническую иконку и заголовок MSDR-FT. Этот тип создает поверхность, которая строится под углом от перпендикуляра исходной почтилающей поверхности. В настройке Type Draft параметр Angle задает начальный угол между поверхностью и вектором вытягивания. Уникальный параметр поверхности Draft – это Angle Calculation. Здесь мы видим, что есть напряжение поверхности в зонах оранжевого цвета. Оно говорит о том, что длина холлов на вершине поверхности и у основания разная. Multi-Surface Draft. Часть 2. Добрый день, мои уважаемые друзья и инженеры. Мы продолжаем познавать удивительное криволинейное моделирование в программе Autodesk Alias. И сегодня глубже изучим способ построения поверхности из одного сплайна, используя инструмент Multi-Surface Draft. В этой серии мы узнаем про несколько важных инструментов. Это пропорциональная корона и пересечение фланцев. Пропорциональная корона является одним из самых важных инструментов контроля формы поверхности в криволинейном моделировании. Основная функция – это изменение ускорения на симметричной поверхности. Инструмент пропорциональная корона позволяет создавать правильную непрямую поверхность. Плоскость строится перпендикулярно ротатору и проходит через точку, где один из холлов принадлежит вектору вытягивания. Для пропорциональной короны длина халла сплайна равна длине халла вектора вытягивания. Настройки пропорциональной короны позволяют поднять или опустить среднюю точку, или верхнюю часть поверхности. При этом, высота короны будет пропорциональна расстоянию между исходной кривой и вершиной поверхности. Параметр Crown Value управляет высотой короны. Можно изменять высоту короны прямо на поверхности, нажав на стрелку «Манипулятор вектора короны». Значение корректируется с шагом 0,5. Ползунок Crown Value варьируется от 0 до 0,1, но в поле можно вводить большие значения. Число соответствует проценту расстояния между двумя холлами, образующие поверхность короны. Параметр Crown Shape изменяет форму короны путем увеличения степени поверхности с 1 до 3, добавляя две кривых по центру. Значения больше 1 перемещают их ближе к центру. Значения меньше 1 перемещают эти кривые ближе к краям поверхности. Флажок Flip Crown переворачивает направление построения короны диаметрально противоположно. Есть возможность переориентировать корону, нажав на пунктирную линию оси координат. Параметр Crown Type определяет тип построения короны. Параметр Central задает такую форму поверхности, когда первая и последняя точка кривой являются первыми и последними точками вектора тяги. Поверхность венчается в центральной точке вектора тяги между холлами поверхности и вектором. Параметр End задает такую форму, при которой первая точка кривой соответствует первой точке вектора вытягивания. Последняя точка задается значением угла между кривой и вектором вытягивания. Как обычно, применим диагностические инструменты к получившейся поверхности. Используя инструмент диагностики Curve Evolution, мы видим, что поверхность практически равномерно желтого цвета. По краям цвет стремится перейти в оранжевый, а в центре в зеленый. В целом поверхность, можно сказать, правильная. Не забудем применить диагностический инструмент Zebra как метод оценки поверхности. На виде спереди видны искривления по бокам получившейся поверхности.
На видах с остальных сторон все в порядке. Вернемся в ортогональный вид. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Команда ToSurface находится в окне настроек Multi-Surface Draft Control сразу после функции пропорциональная корона. Суть функции довольно проста и понятна из названия. ToSurface вытягивает поверхность Draft до касания с другой поверхностью. Рассмотрим подробнее параметры этого полезного инструмента в программе Autodesk Elias. Для начала, я построил две поверхности Draft, одну плоскую, из отрезка, другую из сплайна. Затем одну из них будем наклонять к другой, включив предварительно флажок ToSurface. Функция высчитывает положение точки конца вектора вытягивания и отчекает его в точке пересечения с другой поверхностью. Таким образом, поверхность Draft вытягивается до касания другой поверхностью. Следующий параметр, который мы с вами рассмотрим, называется радиал. Радиал – это параметр, который ориентирует вектор в радиальном положении. Это значит, что меняется направление вектора вытягивания относительно радиуса кривой, то есть перпендикуляра касательной к кривой в заданной точке. Возвращаемся в рабочий тип отображения 3/4 и включаем настройки Multi-Surface Draft. Опция включается установкой флажка, и мы видим, что стандартная поверхность меняет геометрию. В отличие от поверхности Draft по умолчанию, вектор вытягивания строится под прямым углом к касательной в конечных точках кривой. Также нам становится доступна опция Refit. Включим ее, установив флажок. Параметр Refit добавляет хал на поверхность, разделяя ее пополам. Параметр Double-Sided, или двусторонний, один из самых простых в использовании. Он встречается во многих функциях программы Autodesk Elias. Включение этой опции позволяет одновременно создавать поверхности по обе стороны кривой. Включим ортогональный рабочий вид и рассмотрим механизм его действия. Функция Double-Sided находится в окне настроек Multi-Surface Draft, ниже пропорциональной короны. Включается функция установкой флажка. Функция построила поверхность Draft изначальной кривой, в противоположном направлении от первого вектора вытягивания. Также мы видим, что стал доступен дополнительный параметр Single Surface. Он указывает, что будет строиться либо одна единая поверхность с обеих сторон кривой, либо наоборот, что поверхности будут отдельные. Сутью поверхностного моделирования является построение и соединение поверхностей друг с другом. Соединение поверхностей при этом проходит не только по прямой линии или сплайну. Зачастую они встречаются в наружном или внутреннем углу. Решить проблему их правильного соединения помогает параметр Intersect Flanges. Итак, есть две поверхности Draft из двух сопряженных кривых. По умолчанию поверхности перпендикулярны плоскости вытягивания, однако при изменении угла мы видим образование гэпа, то есть зазора. Величину разрыва можно увеличить, если изменить угол еще больше. Доведя величину угла до нуля, мы увидим, что поверхности соединились, но я продолжу менять значение угла.
И теперь поверхности пересекаются, проходя сквозь друг друга. Чтобы правильно их соединить без разрыва, понадобится функция Intersect Flanges, пересекающиеся фланцы. При включении функция удаляет гэп. Поверхности расширяются и обрезаются до их пересечения. Теперь при смене значения угла не будет разрыва и поверхности не будут проходить сквозь друг друга. Также, у функции Intersect Flanges доступны параметры обрезки и соединения фланцев поверхности. Можно выбрать параметр Trim, который просто отрежет выступающие части, или Trim Convert отрезать и преобразовать халы. Выберем параметр Trim Convert для обрезки фланцев и преобразования халов сплайна для повышения гладкости поверхности. Далее воспользуемся хорошо знакомыми инструментами диагностики. Оценим получившуюся поверхность с разных сторон. Возвращаемся в рабочий вид. И теперь применим диагностику зеброй. Используя этот инструмент, мы видим значительную кривизну линий в месте соединения поверхностей. Посмотрим на модель спереди. Неравномерность линий, их разрыв и искажение говорит нам о том, что перед нами две соединенные поверхности. Особенно это заметно, если мы взглянем на модель сверху. Дальше, как обычно, включим ортогональный вид. Чтобы разобраться в NURBS-сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Flip Surface является одной из самых простых функций. Функция переворачивает изначальную поверхность в диаметрально противоположную сторону. Включение и отключение функции переворота происходит установкой и снятием флажка рядом с названием функции. Включим Curve Evolution из панели Diagnostic Shape и увидим, что перевернутая поверхность не зеленого, а синего цвета. Синий цвет объясняется тем, что вектор вытягивания поверхности поменял значение на противоположное, и поверхность стала считаться вогнутой. Одним из самых важных инструментов поверхностного моделирования в Ilias является раздел Explicit Control. Его основная задача – это достижение требуемой точности допуска. Explicit Control встречается во множестве инструментов построения поверхности Skin, Rail, Square. Также он доступен в инструменте изменения поверхности и объектов Align. Раздел «Настройки точного управления» позволяет задать степень построения или degree для новой поверхности. Здесь доступны настройки. U-degree – количество горизонтальных степеней. Количество устанавливается ползунком или вписывается целое число от 2 до 9. При изменении этого параметра увеличивается или уменьшается количество холов по горизонтали поверхности. В degree – это количество вертикальных степеней. Поверхности по умолчанию всегда имеют один уровень в направлении вертикал. Величина устанавливается ползунком или вписывается целое число от 1 до 9. Уменьшим значение вертикальной и горизонтальной степеней поверхности. Параметр Spanness – это пролеты или разбитие сплайна на части без потери кривизны. Это значение указывает максимальное количество спанов для поверхности. Оно устанавливается ползунком или вписывается целое число от 1 до 20. При значении спана 1 всегда формируется single span или однопролетная геометрия Безье. Segmentation Options – настройка типа поверхности Draft, NURBS или Безье. Тип NURBS подходит для нерациональной кривой NURBS. Тип Безье подходит для нерациональной кривой NURBS, которая потом отсоединяется в промежутках для получения сегментов Безье.
Параметр spans меняется на segments, поверхность разделяется и задается количество этих сегментов. Как обычно, проведем диагностику получившейся поверхности. Включим инструмент Harvard. Посмотрим на поверхность с включенным Explicit Control с разных сторон. Как видно, с увеличением или уменьшением горизонтальных и вертикальных степеней искривления поверхности не произошло. При условии, что поверхность не будет перемещаться. Увеличение степеней поверхности актуально так же, как и для сплайна. Поэтому, если вы не можете достичь требуемого допуска гладкости, то вы можете увеличить степень или изменить дизайн контрольных точек для решения этой проблемы. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть НУРБ с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. Итак, Explicit Control дает контроль над расположением контрольных точек на поверхности. Однако Surface Modeler оперирует не одной поверхностью. Вторая важная часть настроек Explicit Control раскрывает этот момент. Настройка Fitting Method – метод присоединения поверхностей друг к другу. Параметр находится внизу раздела Explicit Control. Для рассмотрения частого случая моделирования, я создал кривую на поверхности и из нее вытянул другую поверхность Draft. Сплайн на поверхности я получил с помощью проекции другой кривой. Снова вытяну поверхность Draft и перейдем к настройкам метода присоединения. Метод Surface UV. Соединение происходит по параметрическим данным вертикали и горизонтали почтилающей поверхности. Контрольные точки горизонтальной и вертикальной степени обеих поверхностей совпадают. Метод Hardal. Это соединение базируется на значении длины дуги. Каждый шаг параметра соответствует эквивалентному шагу в 3D. Если опция сегментации задана параметром Безье, программа Elias Surface попытается создать контрольные вершины с одинаковыми интервалами. Метод параметр. Соединение соответствует параметризации cos или curves on surface. На новой поверхности контрольные точки будут соответствовать контрольным точкам кривой на поверхности. Метод КВЧ. Соединение базируется на длине и кривизне. Настройка размещает больше контрольных вершин в области большей кривизны. Blend – это смесь методов соединения Surface UV и Hardal. Ползунок изменяет значение в пределах от 0, что эквивалентно использованию метода Surface UV до 1, что эквивалентно использованию метода Hardal. Распределение точек является средним геометрическим между этими двумя типами. В следующей серии. Multi-Surface Draft. Часть 3. Функции раздела Draft устанавливают положение, направление и длину вектора вытягивания, то есть все возможные манипуляции с вектором вытягивания. При желании мы можем добавить необходимое количество манипуляторов и изменить их ориентацию на плоскостях. При вытягивании поверхности из нескольких кривых, программа Elias Surface предлагает указывать, сколько поверхностей будет создано. Раздел Pick Mask содержит варианты выбора различных типов кривых для их использования в качестве входных данных для построения драфт поверхности. Последний раздел Multi-Surface Draft называется Control Options. В нем доступны параметры взаимодействия поверхностей друг с другом и инструменты проверки этого взаимодействия. Как обычно, воспользуемся инструментами Diagnostic Shade для оценки получившейся поверхности. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.